Для меня фрирайд – это свобода. И для меня фрирайд всегда было что-то такое наедине с горами, там, да, что-то индивидуальное, сугубо личное. Я считаю, что это отчасти такой стиль жизни. Фрирайд — это, не знаю, песня. Очень сложно сказать, что тобой движет. Жажда приключений. Мне кажется, она в любом мальчишке с детства. Когда рискуешь, как-то лучше чувствуешь жизнь, вкус жизни ярче. Мне казалось, что фрирайдер — это одинокий волк такой. Это человек, который, как индеец, я не знаю, который может посмотреть в горы, там, повести носом и понять, что вот сейчас вот он сделает эту линию, там, да, и сейчас вот он съедет, заберется на вершину сначала, да, и потом спустится. Фу, наконец-то вырвался из города. А эти пусть дома сидят. Друзья называются. Ну и ладно, один покатаюсь. Хоть никого ждать не надо. Так, перчатки взял, лыжи взял, скипас надо у Коляна намутить. Отель забронен. Надеюсь, пропуск сделали, а то еще часа 3, как обычно, на КПП простоишь. Да, сегодня катнуть уже, наверное, не успею. Но хоть в бар тогда схожу. Может, цепану кого-нибудь. Возможно, отъезд на вечеринке – это как раз следствие того, что человек переживает очень много эмоций и схватывает кучу адреналина, который должен потом как-то выйти. И народ сейчас снимает это напряжение, устраивая большие пати. Внутри катального дня так и по вечерам очень уютно и тепло, да, атмосфера такая компанейская. Все друг друга знают, все живут одним, вот этой искрой, энтузиазмом. И, конечно же, в таких ситуациях отдыхают все, веселятся, там, здорово. И во мне. Привет. Чё смотришь? Привет. Да, отвязный ты. Причем отвязный не по делу. Ты про флип с барной стойки, что ли? Да нет, я про катание. Катаешься-то отвязно, но если хочешь дожить до старости, включай голову.
В жопу старость, я каждый день живу как последний. Как скажешь, чувак. Как скажешь. Так, что ж вчера было-то? Видать, что-то было. Ёлки зеленые, красота-то какая. Нормально. Отпускает. Ух, ни хрена себе снегу навалило. Лыжи-то, походу, короткие взял. Надо тогда в прокат сгонять. Блин, не ловят нифига в этой деревне. Привет. Привет. Там как-то снега навалило. Дайте ко мне лыжи пошире. А опыт вне трасс есть? Да, конечно. Держи. А маршруты знаешь? Да я разберусь. Ладно. Касса там находится. Постой. Может, возьмешь маячок ресера? Если что случится, дернешь. Тебя спасут. Спасибо. Слушай, а тебя как зовут? Игорь, Женек. давай, рад знакомым, Джонни. Ребята, а вы там вон были? Где? Ну там, Вот в этом кулуаре? да. Нет. Поехали с нами это. Я, правда, Погнали. бипер не взяла. А у вас есть с собой все там? Щуп, бипер, вот это Не, все, все не лопата? забыл. У меня классный щуп. Как знала. Основное и единственное средство безопасности во время катания вне трасс – это именно ваш собственный здравый смысл. Были случаи, когда люди выезжали, не оценив ситуации, что происходит вокруг. Буквально 2-3 дуги срываются, и пошел бесконтрольный спуск, как говорится, голова-ноги, и потом уже костей не соберешь. The only one of our top 6 in the rankings who has not finished on the podium yet so far this year, with 2 fifth-place finishes, and he's ooh, no, Yvonne, no. Я уж не помню, героем какого фильма я себя ощутил, там, наглядевшись, да, то ли Джереми Джонсом, то ли Атрейс, наверное, еще тогда и не было. Вылетает с очередной скалы просто в никуда, уже в полете понимаю, что у меня крышка.
Потому что летел я боком на камне. Сломал кисть, ребра, да. Ребро одно сломал. Кисть, ребра. Ну, да, на самом деле это как бы, ну, поломал и поломал. Вообще все фрирайдеры, они переломаны и ушиблены на голову. Даже вот не больно, самое главное, обидно. То есть обида из-за того, что у тебя там сезон весь выходит вообще в никуда. И из-за глупости. Потому что это реально было из-за глупости. Ладно, ты вот, например, знаешь, вот сейчас я драпану где-то, и знаешь, что ты можешь не приземлить, и там плохо что-то произойдет, ты готов к этому. А здесь ты вообще просто, ну, я вылетел, как бы, я почему-то даже и не думал о том, что там может быть за скалой что-то еще. Но это верх, как это говорится-то, разгильдяйства на склоне. Конечно, это верх разгильдяйства. Оставить ее одну в номере, да с моим ноутбуком и документами. Надо гнать в номер. Так, срежу-ка я вот здесь. Вот он, нашли! Так, аккуратно, ногой не шевелите. Сейчас лыжу сниму. Оперативный дежурный. Пострадавший найден. Нужна АКьЯ и гермашина на ногу. Как приняли? Кажется, что вот этот вот самый момент, когда все произошло, он настолько близок, что его можно вернуть, откатить назад, и еще ничего не произойдет. Это ощущение, оно вот меня очень часто, кстати, когда что-то происходит, да, я думаю, у каждого человека так. Кажется, что вот зачем я совершил эту глупость. Как хреново-то. О, что-то вчера было, походу. Ништяк, видок. Не зря под прогноз приехал. Блин, что-то в баре, видать, подлили вчера. Какое-то дурацкое ощущение дежавю. Сейчас не удивлюсь, если в прокате что-то впаривать начнут. Здрасте. Привет, там снега навалило, дайте лыжи пошире. А опыт в нитрас есть? Да, конечно, есть. Держи. Надеюсь, в группе катает? Да не, я один, не люблю ждать. Ладно. Касса там находится. Погнали, нормально все будет. Че, поизучаем местность? Конечно. Чё, карта? Есть у кого-нибудь? Карта? Какая? Есть компас. В попытках быть круче, да, среди товарищей, среди друзей своих, там, да я вот так никогда, вот это вот я очень четко запомнил на всю жизнь, никогда не лезь на рожон, потому что ты забываешь вообще все, ты начинаешь там прыгать выше своей головы и теряешь полностью самообладание.
Ребят, полегче, я жив еще. Блин, такое ощущение, как будто танк переехал, а я даже не катался. О, привет. Надеюсь, хоть в прокате без глупых вопросов обойдется. Интересно, как же ее зовут? Прям на какую-то актрису похоже. Так, где-то я его уже видел. Привет. Там снега навалило? Дайте-ка мне лыжи пошире. А опыт вне трасс есть? Да, конечно, есть. Держи. А датчик есть? Да мне не нужен он. Может, возьмешь? Не надо. Ладно. Касса там находится. Вот люди деньги на паудере делают, а? Слушай, сегодня такой карнизик был прикольный. Селфи сделал? Селфи сделал. Только селфи успел сделать. Там пошел вниз уже и нормально прямого дал. Откопался. Сам себя нашел. Блин, смотри, какой карниз прикольный. Вот здесь, кстати, можно сфоткаться. Короче, давай дропнем с него. Круто, Хороший, я он тогда держится, поснимаю. да. Телефон взяла. Давай. Снимай, Юль, снимай себя сейчас. Кстати, вот оттуда спуститься Ну, и давануть прямо. взорвать, да, вот эту штуку? Да не, взорвать не надо, давануть. Люди, да, ходят по карнизам на полном расслабоне, так скажу, ни о чем не подозревая, думая, что все нормально, что они контролируют ситуацию, видимо, думают, что там земля под ними, но под ними воздух, на самом деле это видно со стороны. Так, сейчас запилю фоточку этим неудачникам, что дома остались. Блин, не видно ни хрена. Офигеть, как высоко. Как бы не пи***нуться.
Чертов будильник. Опа-на. Ладно, лежи пока. Видать, тебе тоже вчера хорошенько досталось. Держи. А маршруты знаешь? Да я разберусь. Может, гид возьмешь? Да не надо, зачем. Ладно. Касса там находится. Там лес. Если честно, там можно Слушай, катнуть а как вообще лес? прикольно. Нормальный, в смысле? Или все раскат нужен? Да нет, там еще много мест не раскатано. Слушайте, ребят, я тут проеду к подъемнику. Да, конечно, вот только правее возьми чуть-чуть. Окей, спасибо. А ты ему дорогу-то правильно показал? Да он большой, не заблудится. Вообще, когда вы катаетесь в новом регионе, любой маршрут должен продумываться очень четко. Проехав один раз маршрут с гидом, это не означает, что вы можете кататься этим же маршрутом всю жизнь. Одно и то же место может быть проезжаемое утром и не проезжаемое вечером, и наоборот. Никогда нельзя кататься по чужим следам. Во-первых, потому что человек, который их оставил, может проехать по очень сложному маршруту, с которым вы не справитесь. Вторая причина, потому что, возможно, их оставил тот человек, который заблудился. Заблудиться очень просто. И даже если курорт имеет большую обширную лесную зону, то, соответственно, тоже легко потерять ориентиры и свалиться куда-то за перегиб, свалиться ниже линии возвращения к подъемнику. В экстренных ситуациях вы должны понимать, что у вас заряжен телефон, что у вас есть рация, что у вас есть контактный телефон спасателей. Можно просто тупо умереть от переохлаждения, если не иметь какого-то дополнительного снаряжения или возможности вызвать помощь. Это все реально и очень опасно. Блин, ну и где этот чертов подъемник? Неужели проворонил, а? Как же тут спуститься-то? Надо обратно идти. Ну попадись мне, сноубордист проклятый. Из-за тебя сейчас ползу тут по пояс в снегу. Сколько ж можно-то, а? Ну уже, давай, давай, ловись. Черт. Так, куда дальше-то? Сейчас немного передохну. Только бы не заснуть. Только бы не заснуть.
Что ж вчера было-то? Вроде первый день только здесь, а по ощущениям как будто последний. Мужик, я тебя в первый раз вижу, а ты мне уже успел надоесть. Держи. А бипер есть? Да мне не нужен он. Ладно, касса там находится. Я был неправильным фрирайдером. У меня не было ни одного противолавинного снаряжения до тех пор, пока я не попал сам в лавину. Если у тебя нету бипера, там, лопаты, шурпат, то с тобой в нормальной тусовке, да, с тобой никто не будет просто кататься. Потому что, по большому счету, попади там твой товарищ в лавину, да, ты не сможешь его спасти. Ты не сможешь. Ну а зачем тогда тебя брать? Вот. Просто так там, проехать. Любая там травма или любое происшествие, которое на равнине кажется, ну, подумаешь, там, не знаю, там, подвернул ногу немножко. Но в горах она может привести к летальному исходу, потому что в снегу человек самостоятельно просто не выберется. Что-то даже настроения кататься нету. А зачем же я сюда приехал? Ну и если лавина сошла уже, то уже там ничего не сойдет. Погнали прямо, по ней прокатим. А не жестко там будет? Не, я думаю, что она недавно сошла, но она мягонькая. Мягонькая, да? Горян, ты бипер-то взял? Да, у меня датчик с собой. А ты? Блин, а я что-то забыла. Ну ладно, тогда рядышком катайся. Нормально, что ли, с да? одним? Чуп, у меня бипер, у тебя должна быть лопата. Есть лопата. Паудер-день – это очень невероятное событие в жизни любого фрирайдера, как ты несешься по снегу, по паудеру, вообще он тебе перекрывает все, залепляет маску, и в этот момент очень легко потерять вот на этом кураже контроль, потерять постоянный анализ ситуации, особенно в условиях повышения лавинной опасности во время снегопада, уменьшения видимости, риски повышаются, куда-нибудь врезаться или свалиться, или попасть в лавину. Но люди так устроены, что им хочется, наверное, все проверить, поставить под сомнение, выглядеть самыми смелыми. Даже пройдя курсы лавиноведения, но каждый считает своим долгом и нужностью залезть в ту или другую задницу и героически оттуда вылезти. И не все знают, но, может быть, основная причина смертей в лавинах – это, собственно, травма. В первую очередь, что может произойти, лавина сбросит вас со склона, и, соответственно, вы получите травму, несовместимую с жизнью. В них вообще не стоит попадать. Если замотает, то уже пиши пропало. Так просто не выскочишь, скорее всего. Ну, страшно. Глаза вылазят, дышать не можешь. Ну, что это такое? И позвать некого, кричать не можешь. Даже если знаки подашь какие-то, не объяснишь ничего человеку. Каждый, конечно, хочет иметь свою историю, наверное, какую-то. Куда-то, да, попасть и выйти сухим из воды. Это всем хочется. Чтобы потом там за пивком, да, опять же, автопати где-нибудь за барной стоечкой хвастаться, какой я крутой. Ну, это не превалирующее абсолютно ощущение у фрирайдера, да, который куда-то лезет там. Для меня лично всегда было просто интересно. То есть фрирайд — это дух какого-то авантюризма, да, то есть ты едешь туда, где никого нет, ты открываешь новые места. И это что-то личное, это не обязательно там этим потом хвастаться, перед кем-то рассказывать.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Я вот, собственно говоря, забрался пешком на вершину и рассматривал склон, который был внизу, и он был не тронут никем. Но потом я увидел 2 лыжных следа. Такой, о, 2 лыжных следа. Наверное, туда можно спуститься. И эти 2 лыжных следа вели за перегиб к деревне. У меня, во-первых, с собой не было ни рюкзака, ни лопаты, ни бипера, ни щупа. Со мной не было никого. Я был один. Это было 4 часа дня. Все элементы дебилизма сошлись в одном. И я рассчитывал просто на свою вот эту вот тупую удачу. Я поехал вниз, и вдруг я увидел трещины, которые вот так вот моментально разбегались по всему снегу. Так. И дальше все как в рапиде. Они разбегаются, и вся масса начинает ехать вместе со мной вниз. И сверху тоже отрывается, соответственно, начинает. И я понимаю, что вот оно пошло. Ну, это очень стрёмное ощущение. Не дай бог кому-то пережить еще такое. И вот меня несет, а сделать ничего не могу. И чувство беспомощности, я помню, мне хватило. И какая-то такая мысль, типа, а вот оно. То есть вот много раз про это говорили, и вот оно сейчас... То есть, вот так все случится, подумал я. Потом я проматывал, на самом деле, много раз этот эпизод, и я понял, что, скажем так, я человек не очень верующий. Но на тот момент все, что оставалось молиться, кому угодно. Я не знал, кому молиться. Я просто... Господи, какой-то момент, когда уже я думал, что все, сейчас меня засыпет, вдруг сноуборд уперся в какую-то твердую поверхность, это, в какой-то нас, и я начал подтормаживать, и поскольку я сохранял вертикальное положение, то все, что было вокруг, сошло ниже, и, по счастливой случайности я оказался как бы вверху того, что сходило, поэтому у меня вся масса не стащила вниз. И я остановился, снег обошел меня вокруг, и я оглянулся назад, и там с грохотом все это сходило ниже. Прям, вот этот, кстати, грохот я потом много раз я слышал во сне, и мне от него страшно. Я его вспоминаю, это вот не тот грохот, который как-то он какой-то свой особенный, такой очень тревожный какой-то. Он какой-то как будто бы из подземелья. И он ушел вниз, остановился, и вдруг возникла моментально звенящая тишина. Просто вот аж в ушах зазвенело от тишины. Тихо. И я поднимаю руку и понимаю, что у меня вот просто рука вот так вот ходуном, и обе руки стоят. И я тут же моментально там потею, у меня все трясется. Я никогда не переживал подобного. Никогда, то есть мой организм такого не испытывал.
никогда не хотелось закончить со всем этим, потому что для меня фрирайд — это больше, чем экстрим. Это не вот эта вот раскрученная, да, адреналинная тема. Не, абсолютно. Запретить, например, это мне невозможно. Вот. Ну, потому что это реально город, это часть моей жизни. Ну, нет у меня такого, как у некоторых. Там раз все увидел, наконец-таки, что это все настолько опасно. Там горы раскрыли свою пасть, испугался, и все. Нет. Не-не-не. То, что делаю выводы, ну, я и сам рассказываю, что вот в этой ситуации, в общем-то, понимаю, что был неправ. Я не откажусь от него, от фрирайда. Я буду кататься. Но я буду кататься теперь с головой, не без нее. Это звучит просто, может быть, и банально, но я скорее буду кататься с уважением. С уважением к горам, с уважением к снегу и с уважением к опыту тех людей, кто знает гораздо больше, чем я. Я буду уважать тех людей, кто, к сожалению, не смог выбраться из лавины. И благодаря которым, благодаря в кавычках, которым мы учимся. Ты знаешь эти истории, ты видел эти видео, ты, может быть, даже наблюдал это вживую. И прояви уважение хотя бы к тому, что они тебя научили. Ты сам никогда не побывал в них, допустим, в лавине, но опыт других людей подсказывает тебе быть осторожней. Я не говорю, я не призываю отказываться от этого. Я призываю быть осторожней. Как же тут красиво! Свежий снег искрится на солнце, а нетронутые вершины так и манят. Сейчас бы взрывал целину, парил над склонами и любовался видами. Жалко, что на глубине 5 метров под снегом все совсем иначе.